Добро пожаловать! Я рад приветствовать всех искренних ищущих, всех людей Дхармы у себя на канале. И мы сегодня продолжим нашу серию о мистике от А до Я. Я сегодня коснусь очень интересного пути. И это я называю самый приятный путь, самый приятный метод пробуждения, освобождения и окончательного растворения и знакомства с плодом. То есть этот путь им можно пройти от начала и до конца. То есть это то, что не потребует вам менять какой-то подход, это то, чему можно следовать от начала и до конца. И я уверен, что вы не догадываетесь, что это путь любви. Это самый приятный метод, я так его называю. Нам он знаком, пришел из Индии как бхакта, преданность, любовь. Но как-то этот метод, он стал просто как любовь к Богу. Любовь к Богу – это лишь последний этап. Иначе это превращается в слепое верование в некий миф, в некого Бога, который нам поможет стать богатыми и успешными. Безусловно, учения мистические далеки от этих мифов. Поэтому учение любви – это учение полное. Это учение, которое начинается с исцеления ментала. Но вместо вывода внимания оно предусматривает совершенно другой подход. Он более мягкий, потому что он любящий. Это учение по простоте, я бы сказал, второе после учения, которое я вам уже передал, о душе и духе. То есть самое, конечно, простое – это учение души. Это путь души, когда мы из исцеленной части, нащупав ее, прощаем нашу неисцеленную часть сознания. Далее под водительством духа идем навстречу к Богу. Учение любви немножечко более, скажем так, имеет больше этапов, больше каких-то указателей, но у него один инструмент. Этим инструментом является любовь. Поэтому, конечно, оно предполагает, что вы любящий. Хотя бы в каком-то секторе, в каком-то сегменте вы действительно переживаете любовь. То есть вот это открытие любви – это как предварительная практика, когда мы просто начинаем замечать то, что мы любим. Это еще не учение и не путь. Вы просто должны начать замечать то, что вы любите. И не бойтесь называть этим словом любовь, например, к кофе, или любовь к собаке, или любовь к детям. Это все любовь. Не надо запутывать вот это, что это просто привязанность и симпатия или еще что-то. Нет. Начните свой день с этой фразы «люблю». Люблю раннее утро, люблю пройтись по росе, люблю выпить чашку кофе, люблю смотреть телевизор, может быть, люблю этот канал, может быть, люблю эти учения. Люблю. В течение дня почаще говорите «люблю». Открывайте свое сердце, любящее сердце. Говорите о «люблю». Можете говорить о разных мелочах, вплоть до шоколадных конфет, которых вы любите. Хотя они и не полезны, а вы их любите. Любите сладкое, любите вкусно поесть, любите смотреть на закат. Люблю, вопреки всему, люблю. То есть, когда вы проведете эту предварительную практику, в вашей жизни станет чуточку больше любви. И вы будете готовы к этому учению.
учению, которое ведет от начала и до конца. В нашем учении Freeway 4 основных направления. Это учение прощения, то есть души, учение любви, учение мудрости и учение самоисследования. Вот эти 4 пути мы передаем как равнозначные, как полностью самодостаточные. Ну и также вы их можете сочетать, потому что иногда некие вопросы сложновато даются вам, когда вы следуете одному из путей. Но когда у вас есть карта, вы не запутаетесь. Когда у вас есть стройная карта по освобождению, по пробуждению, по всем видам йоги, то вы не можете запутаться. Вы понимаете, что здесь вы применяете инструмент прощения, а здесь вы применяете любовь, а здесь мудрость, развлечение, а здесь вы просто заняты самоисследованием, направлением внимания на «я». Все 4 пути отлично работают. Иногда их можно сочетать. Но я бы не стал сочетать их по отношению к одному вопросу. То есть, если вы пытаетесь какой-то шаг сделать, то не старайтесь его сделать сразу 4 способами, иначе не получится ничего. Это как в той притче, когда копали колодец, наталкивались на камень и начинали копать новый. В итоге выкопали 30 ям, и ни в одной не было воды. А надо бы немножечко с упорством пробить этот камень, не отказываться так быстро от пути, который вам близок. То есть все равно какой-то один путь для вас будет доминирующим. Это может быть путь любви, это может быть путь прощения, а это может быть путь мудрости. И, конечно, вы можете воспользоваться другим путем, но доминировать все равно будет один. Итак, путь любви. После того, как вы стали более любящими, вы можете стать уже на этот путь любви. Очень интересная особенность этого пути. Он не принимает в расчет эго-структуру. Вообще. Эго-структура несовместима с любовью. И вы сами это прекрасно знаете. Как любящий человек, влюбившийся в другого человека, готов ради него на все, готов дарить, готов быть рядом, готов чем-то жертвовать, потому что его эгоизм начинает угасать. И путь любви, он поэтому самодостаточен. Эго он рассматривает только как отказ от любви. То есть, понимаете, никакой борьбы, ничего. Просто эго – это структура, которая провоцирует запрет на любовь и отказ от любви. То есть вы слышите это как некий блок, как некий узелок, который мешает любви течь. Вот и все учение. Мы устраняем препятствия и продолжаем любить. Поэтому я это называю самый приятный путь. И если вам нравится любить, и если вы любите любить, то это ваш путь. Не придумывайте ничего. Снимайте запреты и любите. Теките вместе с любовью, протекайте, развязывайте узелки. И река вашей любви будет становиться все шире и шире. И однажды в ней не останется никакого эго, никакого запрета. И вы придете к тому последнему шагу, который называется любовь к Богу. Теперь я хотел бы поговорить немножко об этапах. У нас в учении в пути любви 9 таких условных этапов. Но я не буду останавливаться, как мы подробно это разбираем у нас на форуме или в наших встречах, когда я передаю это учение любви. Я хочу для вас сделать более такой простой, короткий вариант. Когда вы почувствовали, что ваша любовь в течение дня уже прорывается и заполняет вас, возможно, на это уйдет месяц, не больше. Каждый день вы должны делать эту практику «люблю». Каждый день вы должны признаваться в любви.
Каждый день вы должны замечать, что вы что-то любите. Дальше мы начинаем более структурный подход к этому учению, к этой практике. И первое, с чего мы начнем, это то, почему ваше внимание не может покинуть мир воображения. Это учение о любви не заставляет вас выводить внимание, не заставляет практиковать момент сейчас. Оно говорит одну очень сакральную вещь. Ваше внимание там, потому что там ваша любовь. Там живет ваша любовь. Внимание стремится туда, но сталкивается с запретом, сталкивается со спазмом, сталкивается с эго-структурой, с запретом на любовь. И этот запрет на любовь нужно отменить, нужно снять его и позволить любви безусильно течь туда, куда она хочет течь. Поэтому подход любви к мыслям, к образам, к воображению, к фантазиям совершенно иной. Вы начинаете спрашивать, что я люблю в этом мероприятии, что я люблю в мышлении, что мне нравится в воображении. Могу ли я открыто любить то, зачем туда я отправляюсь? Так снимаются запреты с ваших очень тайных образов. У вас есть образ магический, великого могущественного волшебника, которого вы придумали в детстве, такого Гарри Поттера. Он вам очень нравится. И любовь говорит, что его можно любить. Он прекрасен. Его не надо пробовать и реализовывать в этом мире, потому что он воображаемый, но он очень любимый. У вас есть там образ какого-то всемогущего волшебника, и у вас точно так же есть образ некого идеального себя. Любите его. Вам не нужно становиться им. Он для любви, он уже у вас создан, как тот, кто достоин любви. Его не надо воплощать здесь. Потихоньку вы начинаете снимать запреты со своего воображения. И когда вы со всей любовью отправляетесь туда, там не остается места эго-структуре. Там остаются просто любимые образы, которые вам запрещено любить, которые нужно реализовать здесь. И только после этого вы получите право на любовь. Любовь снимает все эти запреты и говорит, не надо, любите. Любите уже сейчас. Любите себя идеального, любите себя волшебника, любите себя супермачо, любите себя принцессу, любите себя королеву. Создайте им свои идеальные миры. Разрешите себе прожить этот мифический, магический уровень в своем воображении. И ваше внимание безусильно, рано или поздно, придет сюда, в момент сейчас. Потому что мысли будут вызывать улыбку, радость и любовь. И внимание само придет сюда. И здесь вы поймете, что вы побежали в воображение, чтобы спасти свою любовь. Потому что вы не любите себя как индивид здесь. Потому что раньше запрет пришел сюда. Вам сказали, что вы плохой, что вы недостойны. Кто-то вас обидел, кто-то наругал, кто-то сказал, что ничего хорошего из тебя не выйдет. Вы разочаровались в себе, как в индивидууме, и побежали спасать свою любовь в воображение. В этом нет ничего страшного. Когда ваше воображение выйдет из-под запрета, и любовь придет туда, рано или поздно вы вернетесь сюда. Придет время снимать запреты на любовь к индивидууму. Это все опять те же 6 тел, о которых мы с вами говорили, которые очень любимы, которые достойны любви, в
включая личность, включая это тело, включая наше чувственное тело, тело ощущений, и энергетическое тело, и физическое тело. То есть все 6 тел, безусловно, любимы. И следующим этапом, после того, как мы разобрались с воображением, мы практикуем и разрешаем, и снимаем запреты на любовь к этому индивидууму. На это еще потребуется какое-то время, потому что здесь много таких программ, которые говорят, что вы недостойны любви. Но вы же знаете, что это не так. И вы все равно любите себя. Просто это немножко противопоставляется через призму эго другим людям. Не нужно ничего противопоставлять. Просто любите. Просто любите себя таким, какой вы есть. Безусловно. Без каких-либо условий и препятствий. Поэтому эго-структура будет уходить оттуда, куда приходит любовь. Следующим этапом вы разворачиваетесь в этот мир. У вас внутри уже хорошо, у вас внутри живет любовь. Все ваши тела любимы, приняты, безусловно. И из этой позиции вы начинаете смотреть в мир и любить его. Любить других такими, как они есть, осознавая, что этот запрет на любовь причиняет им большую боль. И у них очень много боли, которая накопилась. Поэтому они агрессивны порой. Они думают, что любовь нужно завоевать, а не открыть. Они думают, что любовь нужно завоевать у других, доказать право на нее. Но это не так. Вы с великим состраданием и сочувствием относитесь к ним, потому что вы сами прошли этот путь. И вы открыли любовь внутри себя. И теперь вы готовы любить этот мир. Вы начинаете замечать, что эта любовь вытекает из вас прямо в этот мир. Это не нужно моделировать. Это очень видны эти люди, которые практикуют любовь к миру, не наполнившись внутри. Вот эти их натужные «люблю», вот эти обнимашки, поцелуйчики, когда на душе скребут кошки, когда внутри плохо. Не делайте так. Не моделируйте, не изображайте. Наполнитесь. Сначала исцеление внутренних тел, потом она потечет. Это как вода, которая течет из фонтана. Ей не жалко делиться. Кто-то подходит, напился, кто-то присел рядом, кому-то симпатично. Вы всегда видите, это и от избытка или от желания получить взамен что-то. Так вот, я за то, чтобы вы сначала исцелились внутри и начали делиться от избытка, от переполнения, от невозможности выдержать и удержать этот поток любви, который течет из ваших глаз, из ваших губ. Тогда каждое ваше прикосновение к другому станет посланием любви. Вот так мы протекаем в этот мир. Это 3-й этап. Любовь к мышлению, любовь к индивиду, любовь к миру. Из этого всего вырастает любовь к Богу. И это не какой-то мистический Бог, или мифический, я бы сказал, который должен вам дать любовь. Вы просто не можете не любить Бога, что бы это ни значило. Когда вы полюбите мир, полюбите себя, вы будете достаточно исцелены, чтобы понять, что вы любите Бога, что вы любите этот абсолютный разум, что вы любите нечто превосходящее этот мир и вас. Это последний этап. И я очень
Сожалею, что только он прописывается в больших книгах, как учение Бхакти. Учение Бхакти – это учение любви. Это учение открытого сердца. И как минимум эти 4 этапа должны в нем присутствовать. Вы должны любить Бога всем своим существом, и ваша любовь к Богу должна, как у суфьев, изливаться в песне, изливаться в танце, изливаться ежедневно. И однажды Он ответит вам. Когда Бог ответит вам, вы узнаете, что такое любовь Бога. И вы узнаете то таинство обожения или богоявления, о котором говорят в некоторых традициях, в том числе и в нашем учении, как о плоде. Это единственный плод недвойственности. Абсолютная недвойственность Бога. И вот когда Он ответит вам на вашу любовь, вы исчезнете и растворитесь в Его любви. И останется только Бог. И это тот плод, к которому ведет учение любви. И он может быть, этот путь может быть приятен. Он может быть приятен с первого шага, с того первого «люблю», которое вы сказали, решив следовать этим путем. Сегодня я был счастлив познакомить вас с путем любви. Если он вас заинтересовал, вы можете подключиться к онлайн-сатсангам, можете пообщаться. В нашем учении более детально расписан этот путь, в нем 9 шагов. Я вам передал 4. Это тоже полная практика, полная практика. Поэтому вы можете ей следовать. Можете уточнить дополнительные какие-то шаги, которые я просто пропустил, потому что делаю это видео для ознакомления. И вместе с тем вы можете уже следовать этому пути любви, самому приятному, самому легкому из всех путей, где уже на первом шаге вы становитесь чуточку более любящими. Спасибо вам за внимание. А сейчас минуточка любви. Еще раз спасибо вам. До новых встреч у меня на канале. Я надеюсь, мы продолжим эту серию о мистике от А до Я.